Ты заходишь на вайп и вообще не представляешь, что тебя ждет дальше. Будет ли тебе вести, или ты будешь дряхлым бомжом с веслом возле города, никто не знает. Но одно ты знаешь точно. Ты просто хочешь с кайфом поиграть, чтобы было куда сложить ресурсы без фарма 24/7, и чтобы при этом дом был весьма просторный и удобный. Однако ты еще не знаешь, насколько именно времени ты зашел играть. Хотя, чего я тебя спрашиваю? Ты и сам не знаешь ответа на этот вопрос. Уверен, все зависит от того, как именно будет складываться твой вайп. Но в любом случае тебе нужен будет дом, и строительство именно такого дома, на любой случай, я тебе сегодня покажу. Смотри, вначале будет самая дефолтная киба 2×2 с эйрлоком. Внутри все по желанию. Спальников поместится дофига, так что можешь позвать еще штук 10 своих друзей. Если они у тебя есть, конечно. Далее у тебя два пути. Выйти из дома и стать жертвой насилия. Да ты чё? После чего нажать магическое сочетание Alt F4, или построить сразу отстрел на втором этаже, чтобы таких желающих стало меньше. Залаз в дом на этом этапе, кстати, предусмотрен. Можешь использовать этот отстрел сколько угодно, хоть и вообще не расширять дальше дом, кому это надо. Но вот если захочешь его дальше расширить, то абсолютно каждое окно в этом доме будет использовано в будущем. Где-то нелутаемый локер, где-то обычная лутовая, где-то печная и так далее. При этом уже на этом этапе два ваших этажа разделены бункерами. Если интересно, то до лута первого этажа уже две стенки. Далее все, что вам остается сделать, чтобы закончить строительство, это достроить уже нормальный отстрел. И здесь он очень хорош. Я знаю, что вы любите, когда я оставляю возможность сделать дом от одного шкафа. И здесь эта фишка присутствует. Сносите соломку, ставите мультишкаф, обносите стенками, все готово. Раздельный комбат комнаты, чай, варилки, пики на крышу, все-все покажу. Давайте уже посмотрим глазами игрока. Я очень сильно завишу от того, как сильно вы меня поддерживаете. У меня еще и день рождения на следующей неделе, поэтому лайк, комментарий, подписка, ты знаешь. Я решил дом сразу показать с территории, но если ты ее не любишь или тебе просто впадло ее строить, она не так уж и важна. Гейт входа на территорию как у обычных клановых помоек. Единственное, что здесь сразу можно скидываться, чтобы не было необходимости забегать в дом. На этом же гейте установлены по две турели, которые смотрят в разные стороны. По бокам базы есть такие вот загогулинки, на которых также стоят турели, и две кровати с локером и дополнительным аккумулятором, если того, что находится в доме, вам не хватит. Несмотря на то, что дом симметричный, вход в дом у нас всего лишь один, и в нем также есть возможность скидываться, чтобы не было необходимости подниматься. Я решил сделать залаз через лестницу. Если вам неудобно, можете люк поставить. Я вам показываю так, как мне кажется более удобно. Сам отстрел у этого дома очень хорош, слепых мест нет нигде. На отстреле, кстати, еще стоят турели, двух вполне хватит для того, чтобы контролировать его полностью. Дом строится максимально просто, и если вас будут рейдить за плевом, отстрел у вас не посыпется, потому что стабильности его удержать точно хватит. С другой стороны, есть такой же пик на саму крышу, и если по какой-то причине вы там ничего не увидели, вы можете посмотреть на все это дело с другого ракурса. Также стоит отметить, что выхода на крышу у нас сразу 4, по 2 с каждой стороны. Логично, да? По бокам на отстреле у нас стоят треугольные крыши, сколько раз их строил, они достаточно неплохо себя показывают. Ну и плюс ко всему, в них можно что-то спрятать. С этой стороны я, допустим, большой сундук запихнул, а с другой стороны шкафчик для переодевания. Как видите, все удобно лутается и всем удобно пользоваться. По бокам дома я также решил разместить суицид-бункер. К слову, он точно такой же, как и в этом доме, и как им пользоваться я показывал тоже там. В принципе, про отстрел я вам все рассказал-показал. Теперь давайте посмотрим, что этот домик скрывает в себе внутри. Для того, чтобы войти, нужно пройти через аэрлок. Здесь обычный мейн 2×2, где с одной стороны можно разместить чаеварилки, а с другой стороны комбат спавн. Если нужно больше кроватей, то можете чаеварилки, например, на крышу перенести. Чтобы пройти вниз, нужно открыть бункер из винтовых лестниц. И здесь располагается ваш первоначальный отстрел. Видите окошки, нелутаемые локеры, сундуки и так далее. По поводу нелутаемых локеров, они здесь расположены через одно окно, и сразу два локера снести сплэшем не получится. Очень вместительный, просторный и удобный
дом, как вы можете заметить. Чтобы пройти ниже, также открываем бункер из винтовых лестниц. И далее через аэрлок попадаем в нашу стартовую кибитку 2 на 2. Здесь располагайте все как хотите, но я показываю самый вместительный и удобный вариант. Также вы в любой момент можете запечатать свой дом в МВК кубик. Ну ладно, МВКшку я забыл. Но если вы спросите, сколько все это дело стоит, то вот обслуживание основного шкафа. Если по какой-то причине вас не устраивает, сколько ракет выдерживает этот дом в оффлайне, то вы можете с легкостью увеличить это число, добавив просто на эти места бункерные магазины, что прибавит к рейду еще 7 ракет на каждый магазин. Всего таких на крыше можно поставить 4, но я рекомендую их ставить только в том случае, если вы планируете делать мультишкафы, потому что если дом будет без мультишкафов, то рейдеры просто дойдут до мейн шкафа и откроют эти бункеры сами. А строится все это дело максимально просто, как я уже не раз говорил, и сейчас вы в этом убедитесь. Если вы выбрали место и не знаете, встанет ли там дом или нет, то можно сразу накинуть будущий план фундаментов. По улучшениям как хотите, но я буду сразу показывать улучшения в нужный материал. Если в выбранном месте вы уверены, то намечать план фундаментов не обязательно, просто втыкайте свою кибитку 2 на 2 с эйрлоком. Сам мейн должен быть из МВК, все остальное железное. Внутри, в дальний квадрат от двери, мы устанавливаем шкаф, закрываем его стенкой и слева делаем лутовую на 6 больших ящиков. Около шкафа как хотите, можете поставить 2 сундука, можете поставить полку с 4 сундуками. Делайте как хотите, главное, чтобы стенка ставилась. Ну и перед тем, как эту стенку поставить, не забудьте положить туда спальник. Верстаки, дополнительные сундуки, печки, как хотите. Свободного места осталось много, так что должно на все хватить. Если мы посмотрим глазами обывателя, то поймем, что здесь всем удобно пользоваться и все это строится достаточно незапарно. Если у вас подкопились ресурсы и вы хотите уже построить отстрел, то давайте его сразу и сделаем. Не забудьте про эту полку посередине стены. Вначале она будет выполнять роль запрыжки на 2-й этаж, а потом мы на нее поставим уже бункер. Не забудьте над будущим бункером добавить дополнительный потолок. Это очень важно. Далее просто по окантовке нашей кибитки устанавливаем оконные проемы и около спуска делаем выход из дома. Я прям настоятельно рекомендую вам поставить в эти оконные проемы хотя бы деревянные решетки. Если их не будет, к вам обязательно залезут. Даже я бы залез. Ну и снаружи ваша кибитка будет выглядеть именно так. Теперь, наверное, самый сложный момент по объяснению. Нам нужно сделать заготовки под наши будущие нелутаемые локеры. Они у нас будут располагаться ровно через один оконный проем, чтобы их нельзя было сломать сплэшем. Я вам покажу строительство более наглядно, но если вы даже весь периметр закроете буферками, все это можно будет построить изнутри. Далее смотрите, на этом треугольнике будет аккумулятор, здесь лутовая на 4 больших сундука, с этой стороны тоже лутовая на 4 больших сундука, а вот уже посередине тоже лутовая, но обратите внимание, она будет располагаться в другую сторону. Спросите почему? Потому что здесь будет располагаться будущий вход в дом. Теперь по застройке смотрите, слева аккумулятор, посередине лутовая и справа у нас локер. Внизу, понятно, просто закрываем буферками, локер закрываем отдельно и далее просто буферки без приколов. С этой стороны слева лутовая, справа локер и также закрываем буферками, кроме середины, потому что там будет подъем на 3-й этаж. Ну и последняя сторона, я думаю, понятно. Слева лутовая отдельно, локер отдельно. Пока у вас еще не появилась лестница, пользоваться можно нашим первоначальным входом через 2-й этаж. Чтобы вам было понятно, покажу, как все это выглядит изнутри. Видите, чередуется локер-лутовая. Давайте представим, как будто вы не ставили локера и оставили это дело на потом. Снимайте решетку, спрыгивайте вниз, устанавливайте локер, потом вам нужна лестница, чтобы отсюда выбраться. И в принципе все, нелутаемый локер вы сделали. Замок на него с недавнего времени можно поставить даже отсюда, так что наличие друзей в этот момент не обязательно. Чтобы ваш локер стал нелутаемым, над ним обязательно должен быть потолок. Потом на этот потолок можно поставить или маленькие ящики, или новые печки индустриальные. В общем, по желанию. Если хотите побольше дверей до вашего мейна, то здесь можно все разделить дверными проемами. Появились ресурсы, ставите. Нет, да и забейте. Потом поставите. Как только у вас появится в изучениях лестница или вы ее найдете, я сразу предлагаю делать основной вход в дом. Даже несмотря на то, что у нас как бы 3-й этаж еще не построен. Почему? Потому что на месте нашей запрыжки у нас одна стенка до лута. Даже не до просто лута, а до мейна лута. И это дело хотелось бы побыстрее исправить. Также сейчас отвечу, почему дом симметричный, а вход в дом у нас всего лишь один. Если квадрат с той стороны у нас заюзан под вход в дом, то с этой стороны, видите, у нас одна стенка получается до нашего бункера. Именно поэтому мы просто здесь закрываем и делаем квадратную буферку. Ну и так как дополнительный вход в
дом у вас уже есть, это место можно уже застраивать и делать уже выход на 3-й этаж. По аналогии с нижним этажом не забывайте добавить полку посередине стены. Это будет нужно для будущего бункера. Также попрошу вас быть повнимательнее в этом месте, потому что с левой стороны мы должны поставить полустенку и потом уже оконный проем. Это нужно для будущего пика на саму крышу. Ну и когда уже выход на 3-й этаж у вас есть, можно немножко расслабиться и заняться нашим бункером. Здесь бункер из винтовых лестниц. Для этого мы должны поставить треугольную винтовую лестницу в стенку, улучшить ее в МВК. И в принципе все. Обратите внимание, что нижние стенки можно улучшить в МВК, верхнюю правую стенку ни в коем случае улучшать в МВК нельзя. Этот бункер может открыть любой. Чтобы запретить любым это делать, можно либо поставить датчик сердцебиения, либо провести трубы таким способом. Что-то одно из этого обязательно нужно делать. И теперь смотрите, я закрываю бункер и никак его открыть не могу. Убираю датчик и все равно не получается, потому что теперь дело в нашей шляпке, которая стоит на сундуке. Мы ее отсоединяем, и у нас бункер спокойно открывается. Теперь, когда мы переходим уже ко второму бункеру, чтобы по второму разу все не рассказывать, на него действуют точно такие же правила, как и на бункер снизу. Здесь левую нижнюю стенку в МВК ни в коем случае улучшать нельзя, или нижний бункер пропадет. Ну что, давайте теперь отстрел построим. Начнем мы с этой стороны, там где нет квадратов. Посередине ставим квадрат, на него треугольник и еще 2 квадрата. Потом самый первый квадрат сносим, ставим еще по квадрату и по треугольнику. Вот как бы вы и построили одну сторону. Обратите внимание, что никак нельзя отсоединить это от дома. Эта часть отстрела будет всегда питаться от одного шкафа. Но и сверху, в принципе, ничего сложного. Делайте все так, чтобы у вас образовалась линия. Ну, как у меня, собственно. Потом по окантовке всего нашего отстрела с этой стороны добавляйте оконные проемы. Ну и так как дом полностью симметричный, с другой стороны мы делаем все то же самое. Ну и теперь мы переходим к той стороне между этими отстрелами. Здесь у нас будет white gap с возможностью потом сделать из него мультишкаф. 2 квадрата, треугольник, квадраты сносим, ставим еще один треугольник, а этот треугольник нам пока не нужен. Далее подводим к дому такими движениями. Сделать это нужно с 2 сторон, чтобы у нас была стабильность для нашего отстрела, чтобы если вас и начали заплевывать ракетами, он не посыпался при первой возможности. Теперь нужно поднять фреймы по окантовке всего, что мы тут понастроили, в 2 этажа. Обращаю пристальное ваше внимание, что сейчас эта постройка не законнекчена ни от чего. Чтобы она у вас не гнила, нужно поставить такие вот фреймы, или соломенные, или деревянные, чтобы потом вы могли их снести и сделать уже мультишкаф, если вам это понадобится. Далее просто по окантовке всего этого дела устанавливаете оконные проемы. Но вот как бы и все, добавляем точно такой же отстрел с другой стороны, и у вас полностью отстрел, считайте, построен. Ну что, давайте теперь застроим 3-й этаж. У нас уже есть заготовка под будущий пик, нам нужно его достроить. Вот этот потолочек очень уязвим, за ним находится наш первый бункер, поэтому улучшайте этот потолок в МВК и закрывайте полустенкой. С другой стороны мы делаем то же самое, только без полустенки, потому что там у нас вход. Слева от нашего подъема на 3-й этаж, сейчас покажу, у нас будет вход в наш мейн через 2 двери. Потом просто по окантовке закрываете вот эту вот нашу основу. Здесь как бы по желанию можете поставить или чай-варилки, или печек побольше, дополнительные комбат-комнаты, локеры. 2 на 2 в принципе просторная основа, и здесь поместится все, что вам нужно. За оконные проемы решайте сами, или локеры, или аккумуляторы. Но я бы, например, с одной стороны сделал бы комбат-комнату, а с другой стороны аккумулятор. Ну это потому что я в дуо играю. Ну и теперь давайте уже займемся застройкой всего остального. По окантовке всего отстрела устанавливаем фреймы в эти места, чтобы потом мы могли разделить их гаражками. Далее накрываем все потолками, после чего посередине строим отстрел. Ставим полустенки, на них оконные проемы и потом крыша таким способом. Снизу аналогичная история. По бокам от пиков ставим дверные проемы и двери в них, после чего по окантовке всего отстрела устанавливаем оконные проемы. Потолками накрываем и наши пики тоже. Далее ставим бортики посередине и накрываем это дело треугольниками. Теперь смотрите, если кто-то залезет к нам в пик, то он увидит то, что находится у нас внутри. Чтобы любопытные глазки этого не видели, мы ставим каменный фрейм и бойницу горизонтальную. Теперь мы идем к тому месту, где у нас, по идее, должен располагаться бункер. Чтобы потом не было вопросов, почему он у меня не ставится, его важно поставить
ставить именно в первую очередь. Потому что если вы сначала по окантовке поставите крыши для красоты, то этот бункер просто потом не построится. Будет гореть красным и не даст ничего поставить. Не знаю, почему это так работает. Но и вот эти самые крыши для красоты устанавливаются именно отсюда. Удобнее всего. Чтобы вам не показывать, как строится другая сторона, я покажу ее, как обычно. Вот мы ее добавили, а по бокам либо устанавливаем крыши, либо делаем заготовки под магазины. Ветряк устанавливается посередине таким способом. Теперь строим основной вход в наш дом. Ну, если у нас будет территория, само собой. В принципе, ничего сложного нет, только держите во внимание, что она у нас должна быть в 1,5 этажа высотой. Полустенки можно поставить таким профессиональным способом. Далее ставите двери и в принципе гейт входа у вас готов. Сверху будут находиться скидочные сундуки, 2 штуки, а также турели по бокам, чтобы контролировать территорию, если она у вас будет. Хотя, я думаю, если вы будете гейт строить, значит у вас и территория будет. Ладно. С другой стороны мы добавляем все то же самое. Было бы странно, если бы было что-то другое, да? Теперь между нашими гейтами нам нужно сделать combat spawn. Делается он весьма таким нестандартным способом, я бы сказал. На что не пойдешь ради симметрии, чтобы домик получился красивым. Здесь у нас также будут турели по бокам, только турели у нас будут находиться именно снизу. Поэтому, чтобы не тратить лишние ресурсы, фундамент посередке можно сделать высоким. Здесь на выбор, или можете поставить 2 локера, или можете поставить 1 локер и 1 дополнительный аккумулятор. Просто когда у меня долгие вайпы, я обычно прям электрикой люблю заниматься, и мне всегда не хватает аккумуляторов. Еще это индустриальное обновление, сначала 4 часа бегаешь по дому с проводом, а потом еще 2 часа наслаждаешься своей работой. Потом уже и ливнуть хочется. С другой стороны, таким способом показываю, что добавляется то же самое. По поводу стенок, мы должны ставить их как бы в ровное продолжение стены. Стены от нашего как бы фундамента. И боковое бревнышко нашей высокой стены как бы в текстуру должно заходить с 2 сторон. И если так все сделать, то получается достаточно красиво и симметрично. На самом деле есть еще достаточно много нюансов, которые надо про этот дом рассказать. Но видик еще не заканчивается, так что я сейчас вам все это расскажу. Во-первых, колючки. Чтобы они встали, нужно добавить вспомогательные потолки. На каждую пристройку нам нужно по 2 штуки. На всю территорию нам понадобится всего 8 таких колючек. Перелезть к вам никто не сможет, турели сразу займутся. Ну или если их пока что нет, вы по-любому услышите. Теперь сам мультишкаф, если он вам, конечно, нужен. Но я бы вам настоятельно рекомендовал его ставить хотя бы перед сном и хотя бы один. Потому что все-таки защитить свой дом от застройки это прям очень важно. Особенно если останется взрывка, там порейдить захочется и так далее. Перед тем, как устанавливать шкаф, вам нужно будет сломать вот эти фреймы. Как только вы их снесете, шкаф встанет в свое законное место. Ну и когда вы коробочку под него сделаете, можно соединять все это дело железными фреймами сверху. Фундаменты в этом деле нам уже не нужны, поэтому их можно просто сломать. Еще 2 вещи, которые я просто обязан вам рассказать. Смотрите, наш внешний combat spawn никак не запитан, коннекта через эти кончики не происходит. Чтобы эта пристройка не гнила, можно ее запитать либо через бортики снизу, либо через те же самые бортики, только сверху. Если есть желание, можно вообще никак не запитывать и сделать такой же мультишкаф, как мы делали на нашем гейте. Эффект от него будет тот же самый. Неплохо, да? Ну и напоследок давайте разберемся, как делать нычки на самой крыше. Улучшаем одну крышу в другой материал, чтобы у нас открылась вот эта створка посередине. Потом улучшаем соседнюю крышу в такой же материал, и все готово. Хотел бы сказать, что с другой стороны то же самое, но не совсем. Ведь с другой стороны у нас уже ящик. Что на локер, что на этот сундук обязательно ставьте код Локи, а то это бессмысленно. Не забывайте оказывать мне вашу поддержку в виде лайков, комментариев, и еще услышимся.